Здорово, народ! Есть такое блюдо, называется брискет. Это чисто американская тема. То есть, как у нас у каждого есть свой рецепт любимых шашлыков, так в Америке у каждого на заднем дворе стоит какой-нибудь гриль, и люди готовят брискет, то есть говяжью грудинку, по своим любимым рецептам. Доходит до того, что рецепт есть не только у каждой семьи, но еще и в каждом штате. Называется там Texas брискет, Оклахома брискет, Нью-Орлеан брискет. Костян за кадром сидит. Сколько штатов в Америке? 50 что-то, то ли 51, то ли 52, то есть это как минимум, и еще у каждой семьи есть набор любимых специй, набор любимые щипы для копчения. У нас есть вот такой божественный кусок мяса, и вы скажете, а почему ты не готовил это раньше? Фишка брискета в том, что плюс-минус 5 градусов и ничего не получится. То есть температура внутри куска мяса, то есть он должен, во-первых, коптиться, во-вторых, температура должна быть не слишком низкой и не слишком высокой. То есть, если ты косячишь чуть больше, оно остается резиновым, если чуть меньше, оно остается, недоготовленным. Фишка в том, что этот кусок мяса должен, не знаю, 3 параметра. Он должен быть черный, хорошо прокопченный, то есть он снаружи будет абсолютно практически черный, классно продымленный. Второе, он должен быть обалденно сочный внутри, полностью готовый. И третье, он должен тверкать. Я не знаю, как вам объяснить. Короче, когда ты вот так делаешь кусок мяса, сейчас-то он как бы сырой, он должен как бы вот так ходить, как желе. То есть в нем должны образоваться все вот эти вот желирующие вещества. Жир должен перейти в форму баллистического геля. Не знаю, я доходчиво объяснил или нет. И почему я не мог сделать это раньше? У меня не было вот такой вот штуковины. Ваши будни унылые, надоели обычные вещи из масс-маркета. Вы смотрите на себя в зеркало и думаете, ёкаламэне, какой я скучный. На помощь вам приходят вещи из всемайки.ру. Бэм! Берешь и заказываешь себе какой-нибудь офигенный передничек, фарточек с любым принтом. Что хочешь, то и напечатают. Ну, если ты не найдешь что-нибудь приглянувшееся тебе, что уже есть, а там десятки тысяч принтов. Не хочешь фарточек? Без вопросов заказывай себе офигенные, яркие, уникальные футболки. Друзья мои, на всемайки.ру есть все, что угодно. Там есть кепки, там есть рюкзаки, там есть кружечки, там есть маечки, там есть шорты, там даже есть куртки. Тысячи, десятки тысяч наименований с аниме, с мемасами, с красивыми картинками, с чем угодно. Ты даже можешь сделать шаблон по собственному желанию прямо там у них на сайте. Дарите радость себе, дарите радость близким. Переходите по ссылочке в описании и используйте промокод на скидку. Это, друзья мои, пилетный гриль. Пилетник, как его называют, от Broil King. И вы, наверное, подумали, друже, это, наверное, реклама. Ну, это могла бы быть реклама, если бы он был такой в России не один. А он такой в России один, и он даже не работает, показывая Цельсии, он работает, показывая Фаренгейты. Это очень неудобно, но тем не менее, мне его подогнал мой хороший знакомый Никита. Вот, Никита занимается грилями, всяким таким. Короче, Никита, огромное тебе спасибо. И если тебе что-то нужно будет, если там что-нибудь нужно будет забанчить, продать, грили, уголь, всякое такое, ссылка будет на Никиту в описании, грубо говоря, на его магазин. Вот, Никита Топкек. Фишка этого гриля вот в чем. Он, во-первых, электрический, он поддерживает идеальную температуру, которая нужна, то есть много-много часов подряд он поддерживает идеальную температуру и дает великолепный дым. Как он его дает? А вот так. Тут сбоку есть вот такая штуковина, куда засыпаются вот такой вот кошачий корм, кошачий наполнитель непонятный, но на самом деле это не кошачий наполнитель. Это, друзья мои, пилеты. Это на самом деле перемолотая и спрессованная древесина. То есть это у нас, например, пилеты из хикори. Вот, и здесь даже нарисован вот этот брискет, то есть я уверен, что они подходят идеально. Все эти штуки туда просто засыпаются. И долго-долго вот эти вот штуковины будут усасываться туда внутрь и подаваться в камеру сгорания, которая, она электрическая, на такой пьезоэлемент. То есть гриль поддерживает нужную температуру и долго-долго может дымить. А вот этой вот камеры с пилетами при полной засыпке хватает на несколько часов, мы проверяли. Плюс тут есть два вот таких разъема, в которые втыкаются термощупы вот в такой вот железной штуковине. И вы можете измерять температуру, просовывать их через отверстие
и засунуть, например, в кусок мяса, измеряя, во-первых, температуру внутри куска мяса, и, во-вторых, просто температуру в камере сгорания. Или, например, температуру в тонкой части мяса и в толстой, как хотите. Ну, собственно, управление грилем сделано для не очень умных людей. Все, как я люблю, 1-2. То есть температура с первого щупа, температура со второго щупа. Если не считать, что тут все на Фаренгейтах, все просто элементарно. Короче, респект Никите, и если это когда-нибудь начнет продаваться в России, ссылочку я добавлю, само собой, в описании. Я готовлю брискет первый раз в жизни, поэтому со специями я выпендриваться особо сильно не буду. У меня нет личного рецепта, а в интернете их тысячи. Поэтому я возьму достаточно стандартный набор специй. Куча свежемолотого перца, реально много. Сушеный чесночок, продается в любом магазине. Копченая паприка. Ну и достаточно дофига соли. Смешиваем примерно в равных пропорциях. Фишка в том, что ничего, кроме простого набора специй, я использовать не буду, но хорошо эти специи с солью, с перцем замассажу внутрь куска. Можно было бы, конечно, с него еще что-то срезать, но нас тут постарались мясники, и сверху жира не очень много. Если жира куча, то есть там вот столько, например, то нужно срезать, чтобы жирка остался, ну, сантиметр или около того. Ну и сами вы поняли, конечно же, что запекать нужно жиром кверху. Если хотите, можно оставить все это дело, я еще немножко чесночка, паприки добавлю, все это дело на ночь промариноваться. Но делается эта штука так долго, то есть она делается несколько часов, что мне кажется, что она и за это время сама на сколько-то сантиметров промаринуется. Ну вот так можем дать полежать, не знаю, часик. Хотя ладно, давайте прямо в гриль заталкивать. Ну и основное, по температуре. Сначала я выставлю в камере, я буду говорить вам все по Цельсию. Я выставлю 107 по Цельсию. Вы скажете, это многовато, это больше температуры кипения. Фишка в том, что нам нужно, чтобы внутри мяса было меньше 100 по Цельсию, но чтобы дело пошло, чтобы что-то начало происходить, нужно, чтобы температура была чуть выше. Другое дело, что не ложитесь при этом спать, оставив там 107 по Цельсию, проснетесь, все будет уже резиновое. Кладем обязательно слоем жира кверху. И я один щуп воткну в самую толстую часть. Где она здесь? Давайте вот куда-нибудь. Вот настолько, наверное. Вот туда. Вот так. А второй щуп я просто оставлю вот так лежать в камере, чтобы знать, сколько здесь внутри. Закрываем и ждем. Ждем долго, смотрим, чтобы пилеты не закончились. Хотя они не закончатся, их тут на много часов осталось. Ждем 72 градусов по Цельсию внутри куска. Сколько времени на это уйдет, я не знаю. Делаю первый раз. И с этой штукой имею дело тоже первый раз. И каждый час мы будем сбрызгивать наш чудесный кусок смесью чего-нибудь сладкого. Например, смесью, у меня это будет смесь коньяка и сладкого яблочного сока. Ну, на самом деле, вы можете просто сбрызгивать сладкой водичкой. Но делать мы это будем, когда процесс уже пойдет. Сейчас смысла пока нет. Что ж, друзья мои, брискет дело непростое. Сейчас, сколько прошло уже часов? Саша, сколько прошло времени? Часов 6. Чипы часов 6 или около того. При этом каждый час я делал вот так. Я открывал, вы зацените, как выглядит наш кусок мяса, и сбрызгивал все это дело сладким соком с коньяком. Вот, процесс идет. Кусок темно-темно-коричневый, практически черный. Но на самом деле это то, что нам нужно. Что по температуре спустя 6 часов? 163-162 Фаренгейта, ну там, как ты открываешь, само собой температура скачет, внутри куска мяса. Это около 72,5 по Цельсию. Это то, что нам нужно на первом этапе. А во втором этапе нам нужно довести все до готовности и сохранить сочность. Там все уже промариновалось за 6 часов, все это дело было полито много раз. Я раз, наверное, 7 или 8 открывал и все это дело пропшикивал. Осталось все это дело завернуть. Поэтому сначала разворачиваем фольгу и внутри выстилаем обычной бумагой. Выстилаем, чтобы не касалось фольги. Не знаю зачем, я бы обошелся фольгой, но как бы кто я такой, чтобы спорить с профессионалами. Мясо уже достаточно мягкое, не знаю, как его оттуда достать, из него прям соки вот здесь вытекают. Поэтому я просто двумя шампурами вот так этот кусочек
достану. Вот так вот как-то. Что ж, теперь я нашего красавчика со всех сторон вот так запаковываю. Вот так запаковываю. И вот так запаковываю. Что все это дело было, ну, не герметичным, но вы поняли. Получается такой конверт. И отправляем назад. Вот сюда. И теперь нам нужно, чтобы внутри куска мяса было 92-93 градуса по Цельсию. Это около 198 градусов по Фаренгейту. Чем медленнее эта температура дойдет до своего пика, до нужной температуры, тем лучше. Но, в принципе, если это займет часа два, я думаю, то окей. Как я уже и говорил, нам по Фаренгейту нужно около 198. Но я выключил заранее, где-то, не знаю, минут 10 назад. Объясню почему. Тогда было 186 по Фаренгейту. И оно продолжает расти. Вот уже 194, 195. То есть нужно где-то минут за 10, за 15 вырубать до того, как у тебя нужная температура настигнет центра мяса. Иначе вы передержите. Вы вырубите на 198, то есть на 93 там по Фаренгейту. А потом вы смотрите, а у вас температура продолжает расти, а вы уже ничего сделать не можете. Поэтому все, вырубаем, оно дойдет стопудово, и, я не знаю, ну, полчасика ждем. Что ж, кусок мяса отдохнул, мы его вынули. Он тут полежал, постоял. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Ну, он темно-темно-коричневый, местами практически черный и гигантское количество сока. Сока, просто капец скока. Я не знаю, как его вынуть. Ладно, давайте сейчас вилки применим. Блин. Хорошо. Так, пахнет это просто божественно, но нам нужно провести тест на тверканье. Давайте. Теперь режем и смотрим. Ну, дымное кольцо небольшое, около, я не знаю сколько, 4-5 миллиметров. Вот. Он, конечно, бешено сочный. Давайте забуримся чуть поглубже. Любая дырка прям сразу вот так. Куча сока. Разрезается как масло. И давайте я с толстой стороны еще отрежу. Вот насколько проникает дым. Вот на срезе. Ну-ка, заглубляешься. Видно, что дымное кольцо не такое уж и большое. Около полусантиметра. Блин, ну, конечно, в плане сочности никаких вопросов нет, но еще бы, как говорится, low and slow. Тест на мягкость, но, не знаю, я думаю, вам видно, оно отрывается как масло, но и оно вот так вот по волокнам, вообще без усилий отрывается, расходится. То есть это можно реально есть с ложкой без зубов. Это божественно. Это нежный, сочный, копченый кусок мяса. Он мягчайший, он не перекопченный. В плане специй я не могу сказать, что я чувствую вот этот яблочный сок и коньяк, разве что какую-нибудь такую маленькую сладковатость. Это офигенно пойдет с пюре, это офигенно пойдет в сэндвичи, куда угодно, в салаты. Вы только зацените. И самое божественное — это дымная корочка. Ну, что я вам могу сказать? Стоит ли это приготовление 12-часового? Честно скажу, если вот гриль все за вас делает, то есть ты выставил температуру, засыпал этих пилетов и все, то да, стоит. Безусловно. Это сколько здесь? 5-6 килограмм божественного мяса, идеально подкопченного, просто дымящегося, парящегося. Просто это нежнейшее. Это божественно. Но готов ли я был бы всю ночь
вставать каждые полчаса, регулировать температуру, или весь день сидеть у гриля, не знаю. Американский брискет божественен. Здесь вопросов нет. По специям можно, конечно, регулировать, но вот то, как здесь, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, это очень вкусно, просто очень вкусно. Пожалуй, нужно это отнести на кухню и собрать из этого пару офигительных сэндвичей. Да, 2 слова про гриль. Вот полной закладки таких пилетов хватает где-то на, не знаю, где-то часов на 6, 7, 8. Плюс у него еще есть вертел. Какие минусы? Когда ты заворачиваешь все это дело в фольгу, например, брискет, то есть бумагу, фольгу, чтобы он там уже на пару готовился, у тебя все равно все дымит, потому что ты же туда руками не залезешь, здесь такая решетка, поэтому все равно все, что ты засыпал, оно продолжит прокручиваться, и пилеты будут тратиться. То есть я не знаю, может это я тупой, я пока что не понял, как прекратить подачу пилетов, чтобы они не тратились, если тебе стал не нужен дым. Ну и еще он офигенно долго разогревается, порядка 30-40 минут он выходит на рабочую температуру. А так, ну, с другой стороны, он и не такой, что ты нажал кнопку, как газовый гриль, он начал работать. Эта штука ставится на ночь, эта штука ставится на 5, 6, 7, 8, 9 часов, где делается что-то low and slow, очень медленно, очень долго, чтобы было нежнейшее и вы кушали много и вкусно. А с вами был славный дружа Обломов. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Кушайте много, кушайте вкусно. Я продолжу употреблять этот чудесный брискет. Извиняюсь, что делаю это перед вами. Он супер нежный получился. Всем пока.